Никогда не отвечайте на эти вопросы, даже родным и близким, иначе будете только беднеть и только болеть постоянно. Давайте разбираться, что же это за такие вопросы. Каждый день на протяжении жизни нам приходится общаться с людьми. С одними из них мы общаемся с большим удовольствием, с некоторыми просто соприкасаемся при каких-то обстоятельствах. В транспорте, по работе, в магазине, в кафе и так далее. Другие же люди, придя в нашу жизнь, ухудшают ее, и возникает желание и вовсе с ними не встречаться. Но, к сожалению, не всегда так получается, ведь кто-то из таких людей – это родственники, кто-то сотрудники, а кто-то, возможно, семья. В категорию таких людей попадают и завистливые, злые люди, которые вместо того, чтобы следить за своей жизнью и строить ее, созидать, как им нравится, они причиняют вред и пытаются управлять теми, кто их окружает. Вообще, влияние на нашу жизнь способны оказывать те, кто имеет сильное биополе, чем наши. И по закону подлости категория людей, которую мы не приветствуем и от которой бы хотели держаться как можно подальше, имеет именно такое биополе. Поэтому нам очень важно следить за крепостью своего, чтобы иметь возможность противостоять негативу, который способен в любой момент прийти извне. Немаловажным является то, что нужно проводить энергетические чистки как можно чаще, чтобы убирать то, что уже к нам притянулось, но еще не начало на нас действовать. Нужно очень внимательно отслеживать свое общее состояние. Если ощущаются хотя бы маленькие изменения, не затягивать и проводить чистку, которая не только их остановит, но и уберет все то, что уже произошло. Часто для того, чтобы воздействовать на человека со стороны, нечистосердечные люди обращаются за помощью к колдунам, ведьмам или же призывают в помощь себе негативной энергии, за содействие которых, сами того не понимая, платят высокую цену в виде жизненных сил и чистоты души. Когда они это начинают понимать, то дороги обратно уже у них нет. По-другому можно сказать, что таких людей настигнет бумеранг расплаты за их действия, ведь совершая зло, нарушая жизненные потоки других людей и отбирая потоки сильных энергий, невозможно жить счастливой жизнью, так как зло притягивает только зло. Часто колдуны или те, кто связаны с темными силами, умея использовать энергетическую силу слова, умеют отбирать то, зачем они пришли. Такой человек будет просто вести с вами разговор, вы не будете ни о чем переживать, но ему и этого хватит, чтобы вы лишились того, что ему нужно. А когда вы это осознаете, то, к сожалению, вернуть назад это уже будет невозможно, так как много времени будет упущено. Поэтому, когда вы возле кого-то чувствуете себя не очень уютно, или же вам и вовсе хочется перестать общаться с данным человеком, стоит следить за всем тем, что он ваш адрес произносит, чтобы правильно ответить и не позволить ему на себя воздействовать. Если вам задают вопрос, который ставит вас в тупик или же вовсе вам неприятен, не стоит нервничать, не стоит паниковать, ведите себя спокойно, не хамите, ведь когда вы начинаете совершать такие поступки, ваше биополе под влиянием негатива сразу ослабевает, что позволяет колдуну или же человеку, который связан с негативом, в эту же минуту на вас повлиять. А если вы будете вести себя правильно, ваше биополе будет таким же крепким, не ослабленным, соответственно, и ваши светлые энергии останутся при вас. Интонация в разговоре имеет также немалое значение, так как с помощью интонации передаются различные вибрации. Энергетически подкованный человек умеет использовать ее в нужный момент. Интонация может быть даже частью обряда, который начнется во время вашего с таким человеком разговора. Энергии, которые будут в это время излучаться, тесно сплетутся с вашим энергетическим полем, ослабят его, сделают вас подвластным дальнейшему его влиянию, отобрать у вас силы и энергии, и останется совсем нетрудным занятием. Итак, какие вопросы чаще всего используют люди недоброжелательные в своих целях, и как нужно на них отвечать, чтобы уберечься и сохранить свою жизнь такой, какой вы ее создали? Первый вопрос, который вам могут задавать: ты дашь мне это? Если в такой момент вы ответите слово «да», то с легкостью отдадите данному человеку то, что он подразумевает в этот момент. Например, он желает ваше здоровье, а вы отвечаете «да, конечно, ну возьми его», или же красоту, а вы говорите все так же «да».
Таким образом, у вас могут отобрать абсолютно все, что пожелают. Такой вопрос может последовать даже от человека, которого вы относили в категорию самых близких и родных людей. Он рассчитывает на то, что вы не сможете рассказать, использует вашу привязанность себе во благо. Но если вы чувствуете, что не хотите ничего никому давать, или же интуиция подсказывает, что нужно срочно действовать, не бойтесь обидеть этого человека и скажите, конечно же, слово «нет». Точно не сейчас. Мне самой это нужно. Так вы уже не позволите отобрать у вас то, что пытаются сделать. Порой, завидуя отношениям в семье, можно услышать вопрос от женщины или же от подруги следующего содержания: «Ты одолжишь мне его?» Это как бы говорится в шутку, как вы знаете, да, женщина ничего не подозревает и говорит: да, конечно, или же, только на время. И в таком случае в семье начинают происходить проблемы, недопонимания, ссоры случаются на каждом шагу, энергетическая связь любящих людей ослабевает, любовь начинает становиться слабее и слабее, так как энергия, подпитывающая ее, больше не поступает, и такая пара очень редко остается вместе. В большинстве случаев все заканчивается изменами или же разводом. Может быть и такое, что мужчина, которого хотели одолжить, уходит к той, кто эти слова проговорил, и делает это без объяснений, так как не может сказать, как же все так вышло. Ведь еще вчера он был счастлив, а уже сегодня жаждет быть возле другой женщины. Поэтому, если кто-то задает вам такой вопрос, и вы не хотите остаться без второй половинки, отвечайте резко, оборвав данный вопрос. Ни за что или никогда. Это моя любовь, а ты найди свою. Мы с ним всегда, поэтому нет. Таким образом, вы уже сохраните ваши отношения и не позволите никому отобрать то, что вам дорого. Или следующий вопрос, который могут вам задать: ты это возьмешь у меня? Порой кто-то как бы что-то предлагает, да, что-то взять у него, проговаривая: на, возьми это у меня. Но про себя в этот момент шепотом проговаривают то, что они подразумевают на самом деле. На любой вопрос, который звучит так, что вы должны кому-то что-то дать, нужно вовсе его игнорировать. Таким действием вы сможете не только ослабить негатив, так как колдун явно не ожидает такого воздействия и считает, что у него все под контролем. Если проигнорировать вопрос не получается по какой-либо причине, вам нужно изначально уточнить, что именно на самом деле данному человеку от вас требуется. А в шутку можете спросить его, что он собирается дать вам взамен, когда он задумается. А в этот момент проговорите про себя такие слова: «Ничего никому не даю и ни у кого ничего не беру. Каждый при своих энергиях остается, а я под негативное влияние не попадаю, силы жизненные сохраняю». Так вы убережетесь от ненужного негатива. Порой, когда негатив начинает действовать на тех, кто совершает зло, они хотят немножечко его отдать. Но сделать это могут только при словарном контакте или же неправильном ответе на вопрос, который им в этом помогает. Поэтому, если вас спрашивают: ты же заберешь это у меня? И в этом случае они как бы невнятно проговаривают, что разговор был про что-то конкретное, например, про какую-то вещь, а вы, не вникая, отвечаете: да, конечно. Вот негатив и переходит в такой момент в вашу жизнь, из-за чего в вашей жизни начинают происходить проблемы. У вас могут проявляться сверхъестественные способности, но в этом для вас ничего хорошего не будет, так как они будут отбирать у вас жизненные силы. Вы можете сильно заболеть, поэтому если вам задают такой вопрос, сразу отвечайте «нет», не раздумывая и внятно. Следующий вопрос, который вам могут задавать, обратите на это внимание: сколько лет ты живешь, или сколько лет вы живете? Или по-другому может задаваться вопрос: как долго ты живешь, или как долго вы живете? Вопрос может звучать по-разному, но смысл у него один и тот же. Ни в коем случае не отвечайте на вопрос, проговаривая, сколько вам лет, так как только вы это сделаете, вы разрешите человеку, который излучает негатив, управлять своей жизнью. Он сможет в этот момент наложить на вас сильное энергетическое заклинание. Вы за это попадете к нему во власть, будете делать то, что он пожелает. И даже опасным является вопрос: сколько ты уже прожил? Таким способом
Данный человек способен остановить энергии, которые отвечают за ваше будущее, перекрыть потоки сильных энергий, которые способны помогать двигаться вперед, подталкивать в те моменты, когда будет казаться, что выхода из сложившейся ситуации и вовсе нет. Такое воздействие в лучшем случае создаст вокруг вас энергетический застой, что будет ослаблять ваше биополе. Вы начнете подбирать любой негатив со стороны, даже тот, который ранее даже вы бы не ощутили. Накапливаясь возле вас, он будет день изо дня приумножаться, что в результате закончится тем, что жизнь, к сожалению, разрушится. Можно потерять и работу, друзей, любовь, здоровье, счастье, успех, удачу. Если данный человек пожелает, он может и вовсе отобрать у вас жизнь, сделать так, что вы переступите через черту невозврата. Можете начать пить, впасть в сильную депрессию или произойдет несчастный случай. Поэтому на такой вопрос, если же решитесь ответить, нужно проговаривать. Какие мои года? У меня вся жизнь впереди. Или еще жить мне и жить. Или не так уже и много, дальше меня ждет гораздо больше и лучше. Так вы не только не позволите воздействовать на вас, но и проживете счастливую, успешную жизнь. Время не остановится, и вы тем самым будете притягивать сильные энергии, которые во всем вам будут помогать. Следующий вопрос, который могут вам задать, звучит следующим образом. Ты можешь за меня помолиться? Или не помолишься ли ты за меня? Или ты идешь в церковь, да, туда помолись за меня, да? Вот на такой вопрос нужно отвечать сразу, без раздумий, но категорически. Никогда ни за кого не стоит молиться, кроме самых близких, родных людей, детей, родителей, второй половинки, так как таким действием вы можете забрать грехи данного человека. Даже если вы считаете, что, возможно, данный человек этого заслуживает, не стоит такого делать. Проявив сочувствие один раз, вы соберете то, что вам хотят отдать. Не стоит делать это еще по одной простой причине, так как вы не знаете, какие мысли у такого человека, какие поступки он совершал в жизни и что на самом деле он излучает. Ответив положительно на такой вопрос, вы также отдадите чародею все энергии, которые вас в этот данный момент могут окружать, а вот вернуть их будет совсем уже непросто, так как в такой момент они сплетутся уже с негативной и сильной энергетикой данного человека. Или следующая фраза: «Ты дашь мне деньги» или «Сможешь дать столько денег, сколько я захочу». Вот таким вот действием у вас будут отбирать денежную энергию. Вашу связь не разорвется, энергетический канал может перекрыться, и, соответственно, у вас начнут происходить денежные проблемы, из-за которых деньги то и дело, что будут уходить. Вы не сможете больше столько зарабатывать, сколько нужно вам для счастливой жизни. Как только все будет налаживаться, что-то будет происходить, и они вновь будут уходить. Такая ситуация может даже принести вас к безденежью. На таком этапе можно потерять работу, все сбережения, может развалиться бизнес, будет неудачное денежное вложение. Не стоит одалживать деньги, особенно мало знакомым людям. Если решили одолжить, делайте это правильно. Одалживайте левой рукой, при этом проговаривайте такие слова: «Только купюры даю, а денежную энергию при себе оставляю и никому отдать ее не позволяю». Когда закончите, можете одалживать деньги, но обязательно говорите, когда желаете, чтобы вам их вернули. На такие вопросы нельзя сразу отвечать: «Да, обязательно, а как же?» Нужно отвечать: «Я подумаю, не дам тебе денег, а одолжу», или «Я тебе деньги одолжу на время». Таким действием вы сохраните связь уже с денежной энергией и не позволите никому ее отобрать и повлиять, соответственно, на ваше финансовое положение. Денежная энергия, она очень чувствительна. Также, если у человека с ней крепкая связь, находится очень много завистников, которые желают ее отобрать. Поэтому не стоит афишировать, сколько денег у вас есть. Этот вопрос должен касаться только вашей семьи. И чем меньше окружающие будут об этом знать, тем лучше и безопаснее это будет для вас. Отобрать ее не очень трудно, а вот вернуть, знаете, совсем нелегко. Если в разговоре вы чувствуете дискомфорт, это означает, что на вас начали уже воздействовать. Поэтому старайтесь прерывать такой разговор и уходить. Если не знаете, что ответить, переспросите тем же вопросом или пожмите плечами. Это даст вам время притянуть сильные энергии себе в помощь, не растеряться и, соответственно, дать правильный ответ.
Не стоит спешить, лучше говорить и действовать не спеша, чем поспешить, а потом думать, как же все исправлять. Не забывайте и о том, что от таких людей нужно выставлять заранее энергетическую защиту, использовать талисманы, обереги, которые будут помогать и отбивать их негативные посылы и воздействие моментально. Такие знания передались от предков для того, чтобы помочь нам. Помните о том, что ваша жизнь особенная, и вы в ней хозяин, поэтому никогда не делайте то, что не желаете, и не общайтесь с теми, кто вам не нравится, и не ведите разговоры, которые не доставляют вам удовольствия, загоняют вас в какие-то рамки, к чему-то вас обязывают. Если рядом есть кто-то такой, избавьтесь от общения с таким человеком, так как он точно не относится к доброжелателям, а вот таких лучше людей держаться в стороне. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: «Я создатель и творец своей жизни истинно, да будет так». И пусть Вселенная поможет вам и откроет новые возможности, появятся новые контакты, которые помогут вам сделать вашу жизнь действительно изобильной и благополучной. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Друзья, нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.